Давайте рассмотрим все способы поиска короткого замыкания на плате. Для этого я приобрел некий реквизит, с помощью которого попробую вам наглядно продемонстрировать, как это происходит. Некоторые способы вам уже известны, а некоторые будут в новинку. Есть у меня вот такая плата, на которую я умышленно запаял резистор в 0,1 Ома, который будет имитировать короткое замыкание. Давайте тестировать все способы. И первый способ — это у нас заморозка. Давайте попробуем заморозить плату. Как видим, плата покрывается инеем. И теперь, если подать ток, то элемент, который нагревается, сразу себя выдаст. Как по мне, данный способ не очень хороший, так как плата покрывается конденсатом, и это может привести к еще худшим последствиям. Следующий способ похож на предыдущий, только теперь в качестве покрывающей среды будут пары канифоли. Мне, правда, продали эту штуку с галимым аккумулятором. Заряжай, не заряжай, не работает. Поэтому будем пользоваться блоком питания. Пробуем подавать ток. Как видим, пошло испарение. И теперь необходимо пары канифоли нанести на плату. Ну а дальше алгоритм такой же самый. Подаем питание и смотрим, какой элемент будет нагреваться. Как видим, резистор проявил себя. На самом деле способ такой себе, так как после всего этого действия придется мыть плату. Следующий способ — это кассовый чек. Как известно, под воздействием температуры он начинает себя проявлять. Но опять же таки, чтобы он себя проявил, температура должна быть довольно-таки высокая. Да и удобство использования под вопросом. Следующий способ заключается в использовании миллиомметра. Суть его такова. Чем дальше мы находимся от короткого замыкания, тем сопротивление выше. А чем ближе подходим к нему, сопротивление начинает падать. И таким образом можно найти битый элемент. Хотя данный способ и не является лучшим, но показывает вполне хорошие результаты. Самый лучший способ диагностики — это тепловизор. Кто бы что ни говорил, но мы просто наводим на плату, подаем питание и видим, что у нас греется. Таким образом мы потратили практически нулевые усилия и нашли битый элемент.